Привет! Сегодняшний выпуск посвящен такой теме, как краска по ржавчине. Существует мнение, что есть какая-то чудесная краска 3 в 1, которая может защитить ваше изделие, даже если оно полностью заржавело, на много-много лет от коррозии. И 3 в 1 это означает, что это грунт, это эмаль, это преобразователь ржавчины какой-то. И для того, чтобы проверить, как это работает на самом деле, мы не нашли ничего лучше, как поехать просто в строительный магазин и купить эту краску и проверить, как это работает на самом деле. Поехали! Ну что, мы нашли наш стенд эмали по ржавчине. И вот наш, наверное, один из самых известных брендов на рынке России. Тут у нас, как мы видим, написано 8 лет защиты, формула 3 в 1, быстро высыхает и прямо на ржавчину. То есть то, что нам нужно. Давайте посмотрим, что здесь у нас написано, из чего сделана эта краска, что это за смола. Вот написано: модифицированная алкидная смола. Отлично, это наш первый вариант. Это мы назовем это топовым вариантом. И давайте тоже для объективности сравнения поймем, стоит ли платить дополнительные деньги. Возьмем какую-нибудь самую простую эмаль. Вот тут уже, смотрите, умнее написано. Здесь написано уже не эмаль по ржавчине, что неправильно, а правильно грунт эмаль по ржавчине. Да, то есть наши российские производители, видимо, лучше разбираются в лакокрасочной продукции. И вот мы видим синюю глянцевую нет. Давайте мы возьмем серую. Вот, возьмем тоже серую глянцевую краску. И вот у нас тут тоже, смотрите, написано прямо на ржавчину. Для финишной окраски металла. Снаружи, снутри помещения. Ржавчина. Так. А что у нас тут написано, из чего? Это органический растворитель. Тут алкидный лак написано, синтетические смолы. Ну что, у нас есть прекрасные две баночки, дорогая и дешевая. Ну, поехали, проверим, как это все работает. Ну что, краска у нас есть, ржавый швеллер у нас есть. Красить мы будем его прямо в таком состоянии, максимально ржавым, специальными красками, предназначенными для ржавчины 3 в 1. И напомню, что это однокомпонентные краски на основе алкидной смолы. И мы никогда такие краски не предлагаем своим клиентам, потому что мы знаем, что эти решения не смогут обеспечить должной защитой изделия, которое уже заржавело. И мы своим клиентам предлагаем специальный двухкомпонентный материал на эпоксидной основе. И с ним вот эти вот красочки мы будем сравнивать. Поехали, наносим, посмотрим, что получится. Перед тем, как наносить любое покрытие на поверхность, неважно, ржавую или нет, мы обязаны ее сначала обеспылить, а потом обезжирить. И в этом нам поможет наш технолог Максим. Мы решили разделить наш швеллер на 3 равных части, и на каждой из частей мы покрасим различные продукты. Продукт, который мы будем с вами наносить, это самая дешевая грунт-эмаль по ржавчине, которую мы смогли найти. Она, скорее всего, отечественная. Да, произведено в России. Ну, Макс, приступай. Ну что, первый слой мы нанесли. В инструкции было написано, что нужно нанести еще второй слой после высыхания. Это мы сделаем чуть позже. Сейчас приступаем к следующему продукту. Это, по-моему, самый дорогой, который мы нашли в этом магазине. Это уже не отечественная грунт-эмаль, но зато здесь четко написано 3 в 1. Прям то, что нам нужно. Написано прямо на ржавчину. Теперь наносим наш двухкомпонентный эпоксидный материал Evacor 130. Мы предварительно добавили отвердитель и приготовили материал заданной пропорции, и сейчас материал готов к нанесению. Мы нанесли все 3 продукта. Напомню, что первые 2 продукта, которые мы купили в магазине, надо наносить в 2 слоя. И сейчас мы добавим еще 1 слой сверху. Наш продукт наносится в 1 слой, и второй слой ему уже не нужен. Ну что, наши работы полностью завершены. Мы получили вот такой вот красивый швеллер, на котором мы имеем 3 сегмента. Еще раз напомню, что сверху это самая дешевая грунт-эмаль, которую мы нашли. Посередине у нас самая дорогая грунт-эмаль 3 в 1, которую мы смогли найти в строительном магазине. И внизу у нас наш продукт
двухкомпонентный эпоксидный Evacor 130. И вы, наверное, думаете, а для чего мы все это сделали? А сделали мы это для того, чтобы вот этот швеллер прикрутить вот к этой стене и начать за ним следить. Как по факту в реальных условиях на него будет капать вода, на него будет ложиться снег зимой. И вы увидите, как этот швеллер начнет меняться с течением времени. Как вы сможете следить за результатами? Очень просто. Мы решили создать отдельный Instagram-аккаунт вот этой вот балки. То есть в этом Instagram-аккаунте не будет ничего, кроме фотографий, как выглядит эта банка с течением, как это выглядит балка, как выглядит этот швеллер с течением времени. Ссылка на Instagram вот этой вот балки будет в описании к данному видео. Подписывайтесь и смотрите, как по факту будут работать продукты в реальной жизни. Все, всем пока, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, будем рады помочь.